Доброе утро, мои любимые, мои хорошие. Теремукаллит. А мы сегодня пьем кофе на веранде. Но не на домашней веранде, а в гостях. Тишина, красота. Спали мы очень хорошо, было очень тепло. Ночлегом своим очень довольны. И вот пришли пить кофе на такую большую веранду. Кристина уже бегает на своем батуте на детской площадке. Солнышко. Вы знаете, даже пела какая-то печуга. Покажи вот там дерево калевипода. Да, я показывала вчера. Ой, кстати, здесь и угли есть. Угли есть, если хотите. Ну вот, пойдем мы с террасы сюда прямо на солнышко. Вот тоже центральный гриль. Здесь тоже можно всем этим пользоваться. Вот. Тут какой-то холодильник стоит. Вроде принимают клюкву, что ли. Вот здесь посидим. Кофе выпьем. Как хорошо. Здесь немножко влажно. Да нет, ничего. Ой, как хорошо. Как хорошо. Прямо напротив этого дерева калевипоэга. Вот, ну там Кристина уже скачет вовсю. Ой, хорошо как. Кузнечики. На природе прям самый элементарный кофе на природе еще вкуснее. В общем, что по ценам? Называется это место Куру Гестхаус. И вот 2 взрослых и 1 ребенок, а 1 ночь стоит 62 евро. Очень рекомендую. Хозяйка, обворожительная женщина, такая гостеприимная, прямо встретила как родных. И вообще здесь очень-очень приятно. Мне очень понравилось. Вот мы уже собираемся уезжать. Еще раз подошла, здесь такая очаровательная яблонька. Яблочки на ней висят красивые. Еще раз подошла вот к этому дереву, сосне. Вчера, когда приехали, мы, так сказать, бегло на нее посмотрели. А сейчас я немножечко произучала про эту сосну. И вы знаете, потрясающая вообще вещь. Ну, хозяйка рассказывала про легенду, что Калевипоэк наш, да, великан из нашего эпоса эстонского, прилег на это дерево, поэтому он такой якобы формы, и кидал в сторону Чудского озера камни, и там вот в озере есть типа насыпь или мель как бы. Это одна из версий. Одна из версий. Вот вообще так, если по-серьезному, официально, то это совершенно удивительное, красивое дерево. Вы видите, какое, да? Какое оно замысловатое. Вообще оно было 8 метров в высоту, и на метр 30, метр 30, да, оно в обхвате было 3 метра. То есть совершенно огромное. А само оно было 8-метровое. Вот. И в 97 году брали буром откуда-то вот здесь из середины пробу и изучали, значит, сколько ему на самом деле лет. Оказалось 370. И, в общем, все задаются вопросом, почему все-таки такая странная форма этой сосны. Да, это сосна, уже поняли, наверное. Почему такая замысловатая форма? Посмотрите, какая вокруг, все какие деревья. И почему это такая? Во-первых, что самое интересное, что вот здесь вот на этом месте, за сосной, ближе к Чудскому озеру, стояла школа. Это тоже рассказала хозяйка, здесь была школа. Вот, и предполагается, что такая замысловатая форма из-за штормовых ветров с Чудского, потому что озеро вот там, вот за калиткой, с Чудского, и тяжелые снега. И штормы вот искривили его со временем. Это была одна из версий. А вторая версия, что позади сосны, вот этой, все почему остальные сосны прямоствольные вот такие, все. Это кажется только на первый взгляд, что они прямые. На самом деле, если туда копать вглубь, то где-то на середине у них ствол начинает тоже искривляться. И говорят, что раньше, ну так лет 100 назад,
здесь были ползучие пески. На Чудском это было очень распространенное явление. И для того, чтобы это предотвратить, очень много было проделано работы. И вот именно эта сосна подверглась вот этим не зыбучим, а ползучим пескам. И якобы из-за этого такая форма у нее. Что у других, если копать там, тоже такие же формы, но они в глубине как бы. Вот. И что 100 лет назад эту сосну могли вообще эти пески поглотить и засыпать. В каком-то году ее назвали вообще сосна Пепси. В общем, интересное очень дерево. С 1959 года ее охраняло государство, но, к сожалению, в таком виде, в котором мы сейчас с вами ее видим, она засохла. Я так понимаю, что с охраны она снята, наверное. Ну, очень интересно. Сосна Пепси или сосна Куру. Или след Калевипойка. Как вам больше нравится? Знаете, друзья, до сих пор не устаю поражаться. Отъехав буквально, не знаю, 1-2 километра от дома, в котором прожил очень много лет, а вот здесь вокруг прямо такие исторические, волшебные и всякие потрясающие, очень красивые вещи. Очень интересно. То моя Курана-Пунгери. Если кто не видел, посмотрите. То такая вот эта сосна историческая. Очень интересная. Говорят, что в дуплах, когда брали вот эти пробы на возраст ее, что это все трухлявое у него, ствол трухлявый. Вот, в дуплах живут муравьи. Ну, в общем и целом, конечно, прикоснуться, так сказать, к истории. Тоже полежу, как Калевипойка. Тоже свою руку приложу. Так здорово. Здорово. Прямо, знаете, чувствуется, вот прямо чувствуется, что она не просто старая и трухлявая, но старинная. Ой! Ой! Ничего себе, ты знакомишься. А где же ласки? А где же объятия? А почему ты лаешь? Это типа здрасте? Да, это она охраняет сначала территорию. Понятно. Ничего ты... Ой, сейчас Кристину напугает. Иди сюда. Ой, ой, хозяин. Боня, все хорошо. Мне он вчера грызанул это. Ага. Мошка на глаз. Ой, да вы что? Да. Папа. Забабула бабушка фингал Это кто это? Это Мошка Это какая-то. мушки, нет, Мушки, мушки такие. Ой, Они прям как выщипывают кусочек мяса. Я погуглила про это дерево. Какое интересное дерево, очень интересное. Да-да-да. Да. Мгм. Посмотри. Про Калевипойга я не нашла, а про то, что, да, почему оно такое и как, да, это было очень интересно, конечно. У вас историческая вещь здесь прямо на территории. Потому что там табличка стояла, экскурсии. Да, это же экскурсии были. О. Да. А теперь снята она с государства, потому что она засохла, да, из-за этого? Да, да. Да. Вот пока последняя веточка была живая, Ага, она все еще ага. стояла на учете. Ну да. Мгм. Там вот даже специально калитку попросили сделать, чтобы был доступ к этой Ага, сосне. Мгм. Ну ладно, надо собираться. Кристина, ты нашла рыжик. Это не рыжик. Ты мой А, зайчик. да? Это настоящий рыжик. Только обрежь его. Друзья мои, а мы с вами И под ногами. приехали в лес. Вот здесь буквально поставили машину, и я уже вижу. А может, это волнушка? Нет, это рыжик. Ой. Как в лесу пахнет. Я не могла удержаться и, конечно, не заехать, но немедленно. Теперь мне бы хотелось очень бы засолить бы грибочков. Засолить бы хотелось. Ну, посмотрим, что нам тут предложат. Что? Очень хорошо пахнет.
солнышко, тепло. Так, вот сюда на корточке чуть-чуть. Вот. Ой, а это И кто вот такие? какие-то. А кто это такие? Вот мне кажется, это какой-то подосиновик. Иди сюда. Это подосиновики, Иди что сюда, ли? посмотри. У него ножка рябая? Ой, это что, Она рябая, еще как бы такой он это немножко, видишь, малыши как будто такой- подосиновиков. Не, вот с этой стороны ты не видишь отсюда. Маленькие. Он как будто Да, зеленоватый вижу, такой. вижу. Видишь? Это вот А рядышком, да, вот этот белый был. подберезовики. Подосиновики. Или подосиновики, Давай да? под самый корешок. Они молоденькие, конечно, не червивые. Ой, какая Крепкий какой. крепенькие, какие Посмотри. хорошенькие. Кристин, гляди, какой хорошенький. Кристина. Смотри, у него красная шапочка. Подержи. Давай, собирай зайчиков. Собирай зайчиков. Какие крепкие. Какие Кристина нашла 2 подосиновичка. Прелесть. Ай, Кристина, кого нашла опять? Это кто у нас такой? Волнушка он еще. Подберезовик, ну он старенький, наверное. Волнушки. Ой, будут у нас соленые грибочки. Боже, как здесь хорошо. Ой. Друзья, если у вас есть малейшая возможность выйти, не знаю, во двор, куда-нибудь около, за домом, где-нибудь какой-то парк, или лесок, или перелесок, идите. Вот главное, самое тяжелое, это выйти из дома. Как из дома вышел, ну просто вот совершенно мир меняется. Главное выйти. Главное выйти. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, голубушка. Так, а тут кто сидит? Это подберезовик. Так. А это кто? А это подосиновик спрятался. Ой, какой хорошенький. Шапочка красная. Вот смотри, вот А видишь, там кто? это, мне кажется, тоже какой-то подосиновик, скорее всего. Подосиновик, красная Красный. шапочка, да. Видишь, да? Ой, какой хорошенький. Слушайте, как красиво. Они просто украшают лес. Ну что, полезайте в корзинку. Да? Ну, это вообще просто. Слушайте, эстетическое наслаждение получаем сегодня от леса. Ой, друзья, я вам скажу, что мы попали прямо в сказочный лес. Мухоморы, тишина, и все очень хорошо просматривается. Ну вот итог. Наш итог сегодня нашей тихой охоты. За 1,5 часа у нас здесь белые подосиновики, подберезовики. А здесь... Нет, я не собираюсь варить варенье из шишек. Это для композиции. А это волнушки. Волнушки на засолку. Друзья, скажите мне, пожалуйста, это кто? Это опята или нет? На березе растут вот такие. Ложные, натуральные. Кто это такие? Вот я вам честно скажу, я опят никогда в жизни не видела. Вот опята это или нет? Или это какие-то поганки? Но во всяком случае, они в любом случае красивые. Ой. Это кто это такой? Так. Да кто же такой огромный? Ты посмотри, какой огромный, подожди. Посмотри, я ставлю свою руку. О. Все, мы с лесу с грибами. Заходим в нашу роскошь. Еще краше, еще лучше. Ой, какая прелесть. Красюня, иди отдыхай немножечко. На цыпочках идет, да, зайчик. Здесь тепло. Хорошо, он блестит уже. Уже совсем такое... Вид, знаете, я бы сказала, он такой побогаче стал, поизысканней, что ли. Ой, красиво как! Как красиво! Наверное, камера это как-то не передает. Ну, доски. Ой.
Прекрасно. Ну что, сейчас будем лакировать еще раз. Это третий. И судя по тому, что у нас остается лак, слава богу, мы, наверное, сделаем это еще и еще, пока он не кончится. Муж на крыше. Вы знаете, такая крыша грязная. Вся вот в этих в сосновых ветках, шишках, иголках. И на зиму так оставлять не хочется. Прямо совсем, потому что после всяких вот этих ураганов, после штормов, очень там накидалось всего этого. Ой, господи, веток накидалось. Что-то я так после леса устала. Язык не поворачивается. Как он сверкает уже сейчас. При всем том, что это занавеси закрыты, это вот он так вот играет, блестит. Ой, прям я не могу. Как мне нравится. Коллектор постоянно держит температуру воздуха, потому что можно только при 20-18 градусах класть этот лак. В общем, у нас здесь все выдержано по нормам, технологиям. В общем, все блестит, уже двери отражаются. Видите, только в 2 раза. Еще дальше что будет? Ой, что дальше будет? Еще чего-нибудь будет. А мне отсюда не видно, чисто или нет. Это тебе видно, чисто или нет. Мне не видно. Лучше, да? Ты заканчиваешь уже? Ну да, надо желоба там. Да, желоба. Накидал здесь веток. А? Веток накидал. Да, это... Истопить бы их, да негде. Да, нет. Ой, хорошо. И солнышко как сухо метется или мокро все-таки? Мокрая крыша? Ну, есть такие места мокроватые. Мокроватые, да? Мокрые. Ну, Ага. таких мало. Угу. В основном Потому что нельзя вот эту толщу иголок и шишек оставлять, да. А я все глазами бегаю по траве, здесь опять грибы. как? Да, я потому что тут, там масленок. Я уже стараюсь проходить с закрытыми глазами, но у меня не получается. Вот, друзья, не помню, рассказывала вам или нет. Мне кажется, я в каком-то ролике рассказывала. В общем, я недовольна своей плитой, которая новая, на даче. Видите, здесь, да, у нее 0. Как будто не хватает палочки. И если начинаешь, значит, ею работать, вот скажите мне, что это за цифра. Я сама не знаю, что это за цифра. А когда Кристина начинает здесь какую-то кашку варить, она тоже не знает, что за цифра. Видите, у нее нету одной вот этой палочки. И, в общем, вот, что это не поймешь за цифра. И, в общем, я недовольна. И у нас, конечно, гарантия, она всего прослужила 3 месяца, и я ее забираю в Таллин. Или нам будут ее менять, или ремонтировать, или, в общем, я недовольна. 3,5 месяца прослужила плита, и она, в общем, не годится, мне не нравится. Кстати, вот, да, вдруг кто чего захочет купить, плита эта называется Берг, и стоила она всего 109 евро. Ну, на дачу двухкомфорочную, сколько же она должна стоить. Ну, в общем, имейте в виду, не знаю, у меня лично вот такой Это вот. вторая уже. И еще лучше, вот эта кофемолка тоже прослужила нам 3,5 месяца. И она вообще не включается. Вообще не включается. А с виду такая. Купили недешевый вариант. Нержавейка, чтобы железный корпус, все это. Там были пластмассовые, все. В общем, она даже не включается. В общем, и плиту, и кофемолку, вот эту тоже, посмотрите на фирму. Увожу тоже в Таллин на обмен или, я не знаю, что сдавать. Сколько она стоит, Вася? 18,90. 18,90. А вот эту, это я еще помню, мне когда-то свекровь отдала. Это с травами. И вот она работает шикарно, но нам надо просто И 2. лет, наверное, 30 лет, Наверное. Ну, да. Мне нужна одна для кофе, Покажи его. вторая для... Сделано в СССР. Вот. Муж ищет, как на дне сделано в СССР. Вот результат. Вот мужчина, вот что вот, да? Давай посмотрим, что на дне. Вот, пожалуйста, вам. Ну, ребята, я не знаю просто. О, спокойно и полить спокойно. Вот иди убирай теперь. Вот. И, в общем, не включается совершенно. И эту мы забираем. А это советского времени хорошо работает. Но мне их нужно 2. А вот. Значит, в общем, короче, 3,5 месяца на сезон, все увозим. Ой, сейчас так приятно, знаете, звонила соседка. Мы же здесь ночуем на соседней базе, лакируем пол.
А она вот приехала, увидела, что у нас окошки открыты. Я там подоконник красила. Уже все позвонила, сказала, какая молодец, какие вот хорошие соседи есть. И, кстати, она научила меня солить грибы. Вот. А я чего вам хотела показать? Я собираю можжевеловые ягодки. Помните, я говорила, что будем собирать можжевельник и потом к мясу его добавлять? Вот как раз я этим сейчас и занимаюсь. Вот этот мой любимый можжевельник. Вот у него часть ягод зеленые, а часть... Ой, что-то не показать-то. А часть синие. И вот их я здесь сижу. Я немножко. Я попробую вообще, что это такое. Это я сама придумала. Что не знаю, что с этим будет. Вот. Если, допустим, запечь мясо, нашпиговать вот чесноком, всем этим. И вот немножко этих можжевеловых спелых ягод. Что будет? Будет привкус, придух или не будет? Ну, посмотрим. На пробу так взяла несколько штучек. Попробуем. Ну, начинаем третий раз. Третий раунд. По сути, где-то он четвертый, потому что сначала был грунт, потом раз-два, и теперь лак идет третий. Фух. Начинаем лакировать. Что-то вы знаете, мне как выходные, так уже мороз по коже. Сама себе задаю этих задач, леса, всего того. Потом устаю так, что даже, честно говоря, думаю, ну все, на следующие выходные не поеду или там сделаю проще. Проще все. Нет. С понедельника я начинаю собираться снова. Так что давайте лакируем. У нас все красивее и красивее становится. Замечательно. Замечательно. Все. И третий раз готов. Видите, он опять как бы пятнами. Он такой вот белого цвета по-прежнему. Ну, в общем, все. Ну, почему-то, друзья мои, я что-то еле жива. Ну, теперь в Таллин. Вы знаете, друзья, здесь нечто такое странное у нас на выезде с дачи. Я уже здесь сколько раз сегодня, вот не сегодня, а за эти дни ездила. Можно это показывать, не можно, но здесь что-то такое, Господи помилуй. Смотрите, что у нас происходит здесь. Сработали две подушки безопасности. В дерево въехала какая-то Honda. Что здесь такое, я не представляю. Как можно здесь? Здесь вообще-то ни скорости, ничего нет. Как здесь можно было въехать в дерево так, чтобы сработали подушки, я не знаю. В общем, машина стоит уже не первые сутки, я не знаю, что это такое. Так, а мы приехали с дачи. Ну, Маркиз, принимай. Грибы. Как, мяу? Нет? Вообще не интересно тебе такое, да? Ой, скажи какие-то. Ой, ой, хорошенький. А что это так, тапочки валяются? О, так, это что это здесь такое деется? Так, будем разбираться.